Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Сегодня вяжу узор каменный цветок. Вот так он выглядит. Кажется сложным, но запоминается очень быстро. Вы свяжете один раппорт и поймете принцип вязания. То есть не надо будет заглядывать в схему все время. Изнаночная сторона. Образец связан спицами номер 4, и я использовала нить 50% вискоза, 50% хлопок. На спице набираем количество петель кратное 12 плюс 1 петля симметрии. На схеме указано 2 раппорта, то есть один раппорт для большей наглядности, да? Один раппорт, второй раппорт и петля симметрии, плюс 2 кромочных. Кромочные петли в схеме не указаны. В изнаночных рядах все петли вяжем по рисунку, накид вяжем изнаночной петлей. В лицевых рядах читаем схему справа налево, то есть вяжем 12 петель. Повторяем эти 12 петель необходимое нам количество раз. В конце ряда вяжем петлю симметрии. Высоту узор повторяем 20 рядов, 21 ряд вяжем так, как и первый. Схему я оставлю на моем сайте Светлана Тим. Ссылочку, как всегда, посмотрите в описании под этим видео. На спице набираю 27 петель, вяжем первый ряд. Кромочную снимаю. Первый раппорт. 4 изнаночных. Две вместе лицевой с наклоном вправо, вяжу 2 вместе лицевой за передней стенки. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево или протяжка. Для этого снимаю одну петлю, не провязывая. Следующая петля лицевая, протягиваем провязанную петлю через снятую. 3 изнаночных. Повторяю раппорт. 4 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, кромочную петлю, извините, не кромочную, а петлю симметрии вяжем изнаночной, кромочную провязываем изнаночной. Второй ряд и все парные ряды вяжем по рисунку, как смотрят петли. Лицевые провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными, накид изнаночный. И так во всех парных рядах. Третий ряд кромочная, первый раппорт, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю вторую петлю для того, чтобы она не была скрещенной при вязании, и вяжу 2 вместе лицевой за передней стенки. Если вы вяжете другим способом, вяжите так, чтобы петля просто не была скрещенная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево или протяжка, 2 изнаночных. Связали один раппорт, повторяю. 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваю петлю за передние стенки, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, в конце ряда петля симметрии изнаночная, кромочную вяжем изнаночной.
Пятый ряд, кромочная, первый раппорт 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, повторяю раппорт, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, петля симметрии, изнаночная и кромочная. Седьмой ряд, первый раппорт, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, повторяю раппорт, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, петля симметрии, изнаночная, кромочная. Девятый ряд, кромочная, первый раппорт, 6 лицевых, средняя петля у нас остается на левой спице, и теперь из каждой из этих накидов, из этих дырочек мы будем вывязывать петлю. Начинаем сверху, то есть правой спицей заводим, захватываем нить, эту петлю надеваем на левую спицу, так чтобы петля была открыта, не скрещенная, провязываю ее лицевой. Следующая петля, вытягиваю длинную петлю, лицевая, еще одна, третья, лицевая, и четвертая петля, она самая длинная, лицевая. Так, вот так у нас получается, смотрите, 4 петли. Дальше центральную петлю вяжем лицевой и снова продолжаю уже снизу вверх, вытягиваю петлю, провязываю ее лицевой. Следующая лицевая, 2, три и последняя 4. Разворачиваю вязание, вяжем 9 вместе изнаночной петлей, 2, 5, 6, 9 петель изнаночные. Разворачиваем вязание, и эту петлю я вяжу
лицевой за переднюю стенку, лицевая скрещенная, плотненько вяжите, то есть не вытягивайте слишком эту петлю. Вот получается таким образом. Дальше вяжем 5 лицевых. Мы связали 1 раппорт. Повторяю. 6 лицевых. Вот она, средняя петля остается на левой спице. Теперь в каждую из этих дырочек мы вывязываем петлю и провязываем ее лицевой. 1, 2, 3, 4. Дальше центральную петлю вяжем просто лицевой и снова вытягиваем 4 петли. Эта петля самая длинная получается у нас. 1, 2, 4. Разворачиваем вязание и вяжем 5 вместе изнаночной. 5 нет, 9. 3, 5, 6, 7, 8, 9 петель вместе изнаночной. Разворачиваем вязание и вяжем эту петлю лицевой скрещенной за переднюю стенку. Плотненько, не вытягивайте слишком эту петлю. Дальше 5 лицевых. Петля симметрии лицевая, кромочная. В 10 ряду у нас получается все петли изнаночные. 11 ряд кромочная, первый раппорт лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 изнаночных, две вместе лицевой с наклоном вправо. В данном случае я разворачиваю обе петли для того, чтобы не были скрещенными. За переднюю стенку 2 вместе лицевой. Накид и повторяем раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 изнаночных, две вместе лицевой с наклоном вправо, накид и вяжем петля симметрии лицевая, кромочная. 13 ряд, первый раппорт, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваю вторую петлю, накид, лицевая. Повторяем раппорт, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, разворачиваю вторую петлю, накид, лицевая, петля симметрии лицевая, кромочная. 15 ряд, 3 лицевых,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых. Повторяю раппорт, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, петля симметрии лицевая и кромочная. Продолжаем и вяжем 17 ряд. Первый раппорт 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых. Повторяю раппорт, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых. В конце ряда петля симметрии лицевая и кромочная. 19 ряд раппорта, кромочная, лицевая. Вывязываем 4 петли из накидов. Первая лицевая, вторая, третья и четвертая. Разворачиваем вязание, вяжем 5 петель вместе изнаночной. Разворачиваем, провязываем эту петлю лицевой, дальше вяжем лицевыми 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. То есть мы довязываем до центральной петли. Вывязываем петли из накидов. Одна, 2, 3, 4. Центральную петлю вяжем лицевой и еще раз вывязываем 4 петли из накидов. 1, 3 и последняя петля 4. Разворачиваем вязание, 9 вместе изнаночной петлей, два, 4, 6, 8, 9. Внимательно считайте эти петли. Разворачиваемся, вяжу эту петлю лицевой скрещенной, дальше вяжем лицевыми, шесть, 7, 9, 10 и 11. 11 петель провязываем лицевыми. Так, спустились все петли. И снова будем вывязывать из накидов лицевые петли. Начинаем с этого накида. 1 петля,
2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Так, извините. Последнюю петлю вяжем лицевой, разворачиваемся и вяжем 5 вместе изнаночной. Эту петлю провязываем лицевой, кромочная у нас изнаночная. Двадцатый ряд вяжем по рисунку, 21 ряд вяжем точно так же, как и первый, то есть раппорт повторяем с первого ряда. На этом все. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока!